Сегодня решили покормить нашего маленького дракончика, геккончика, заморозкой. Не знаю, как он будет есть. Живых он активно лопает, живые вкуснее, наверное. Что-то как-то он так себе. Ну и ест, лопает все равно. Ему 2,5 месяца. Кормим мы его через день. По нормам, которые я находила, которые заводчица рекомендовала, 2-3 кормовых объекта. А кормовые объекты у нас это сверчки и тараканчики, туркменские тараканы. Чиз залез. Купаться пошел. Это поилка твоя, малыш. Они не дергаются, лапками не дрыгают и не очень-то привлекают внимание. Кот, ты тоже пришел кормить? Пойдем кормить зверя. Ой, как интересно. Интересно, каким его видит геккон? Маленький уплифар. Вообще говорят, что они только формально относятся к гекконам. Потому что относятся они только к роду гекконовых. Ну, в общем, не знаю, я в классификации, в систематике пока что не очень-то сильна. Коту, конечно, ужасно интересно. Да и мне интересно, всем интересно. Ну вот, второго уже схавал. Молодец, кушай, расти большим. Дракоша Тоша. Такое имя прикольное. Страшно? Мне тоже. Мне кажется, оно не наелось. Кормим таракана. Живого. Уа. Кот, ты весь свет убрал. Вот этот таракан без головы танцует и поет. Совсем как человек. Не хочет он его есть. Так, а вот ты уходишь. Ты уходишь. Нет, тебе доверия никакого. Кот еще как-то вызывает какое-то доверие. Ползает безголовое тело. На, ешь. Смотри, какой красивый. Нет, он смотрит на кота. А кот на него. Искра, буря, безумие. Ешь. Убей. Убей. Он пугает его. Сильно прыткий, а ведь без головы.
мышку. Меня напрягает сильно. Таракан без головы живет своей жизнью, более насыщенной, чем у меня. Наверное, его придется все-таки в заморозку отправить. Наелся наш дракоша Тоша. Ну и хорошо. Перекармливать их тоже нельзя.